Эти два брата были опытными рыбаками и думали, что смогут тихо порыбачить. Они давно не общались друг с другом и решили, что их любовь к рыбалке – идеальная возможность сблизиться и восстановить связь. Что они не знали, так это то, что их рыбалка вскоре превратится в кошмар, потому что братья не осознавали, что они не были одни, что-то наблюдало за ними из высокой травы рядом. Но прежде чем мы начнем, нажмите кнопку «Лайк» и обязательно подпишитесь, если вы еще этого не сделали, а также включите уведомления, чтобы не пропустить новые истории. Братья имели лицензию и были опытными рыбаками, что позволяло им ловить рыбу в таком прекрасном заповеднике природы. Утро было спокойным и мирным, с редкими пениями птиц вдалеке. С течением часов братья не поймали ни одной рыбы, но им это не сильно мешало, они просто были счастливы проводить время вместе. Дерек почти готовился к выходу на пенсию и делился своими трудностями, в то время как Джастин рассказывал брату, как он подвернул лодыжку. День был идеальным, и они наслаждались временем своей жизни, но вскоре все изменилось, потому что недалеко от них, в высокой траве, что-то сидело и наблюдало за ними. Его глаза были устремлены на братьев, наблюдая за каждым движением и ожидая подходящего момента для атаки. Они продолжали рыбачить и общаться, не подозревая о хищнике, который следил за каждым их движением. Небо потемнело, когда наступало послеобеденное время, и ветер усилился. Братья решили остаться еще на 30 минут, а потом собрать свои вещи и отправиться обратно к машине. Братья сидели молча и наслаждались последними моментами дня вместе. Все было очень тихо и спокойно до этого момента, но вдруг высокая трава вокруг них начала сильно шуршать. Дерек обернулся и посмотрел, что могло вызвать это движение. «Наверное, ветер», — сказал он, пожав плечами. Но на самом деле ветра не было. Тем временем хищник занял идеальную позицию для атаки. Когда пришло время, он терпеливо ждал подходящего момента, и, наконец, настало время. В то время, как судьба распоряжалась, рядом оказался незнакомец, который увидел угрозу рядом с братьями. Это был наблюдатель за птицами, который следовал за следами редких дятлов вплоть до этого места. Этот человек был хорошо оснащен для таких условий и держал инструмент, который сделал это открытие, в руках. Камера идеально следила за траекторией птицы и случайно пересекла путь братьев и угрозы поблизости. Тогда, когда наблюдатель за птицами заметил двух братьев, которые рыбачили, он сразу был заворожен красотой сцены, солнце садилось и окрасило небо приятным светом, пока мужчины сидели близко друг к другу. Это было слишком красиво, чтобы игнорировать, поэтому он сделал паузу в наблюдении за птицами и решил сфотографировать ситуацию, не зная, что это решение, возможно, спасет жизни рыбаков. Улыбка появилась на лице фотографа, когда он нажал кнопку спуска и приготовился проверить результат, но тогда волосы на его шее встали дыбом, а его кожа побледнела. Его камера зафиксировала что-то, чего он сам не увидел, и он должен был что-то сделать. Поэтому наблюдатель за птицами бросил все, включая камеру, и побежал вниз по холму к двум рыбакам. Мужчина спустился и попытался привлечь внимание братьев. Теперь Джастин и Дерек встали и повернулись к бегущему человеку. Братья не могли разобрать, что он говорит, и его панические жесты не имели смысла. Когда два брата неожиданно подвинулись, шуршание из высокой травы на мгновение прекратилось. Но как только хищник понял, что он все еще не обнаружен, он продолжил свою охоту. Смесь замешательства и интереса заполнила воздух, так как их внимание было полностью сосредоточено на фигуре, бегущей вниз по холму. Их спины были обращены к высокой траве, еще одна ошибка. Но тогда крики мужчины начали приобретать смысл. «Что это?» – спросил Дерек, пытаясь сосредоточиться. «Беги! Остерегайся! Сзади тебя!» – закричал мужчина, и страх на его лице показал, что за братьями было что-то ужасное. Братья замерли на месте, словно ужас бегущего человека был заразителен. Шуршание высокой травы за ними стало более заметным, крики мужчины затихли,
и возник новый звук, низкий шипящий звук, за которым последовал большой всплеск. «Убирайтесь сейчас же!» — снова закричал мужчина. Странное сочетание шипения и всплесков заставило братьев повернуться и посмотреть. В воде поднялось огромное существо, и раскрылось перед ними. Это был гигантский аллигатор длиной более 12 футов. Его пасть была широко раскрыта, показывая острые зубы, а глаза были устремлены на двух братьев, когда он стремительно бросился на них. Джастин и Дерек на секунду замерли, но затем инстинкт взял верх, они развернулись и увидели, что мужчина уже бежит обратно вверх по холму, и они последовали за ним. Другой мужчина вскоре исчез из вида, пока братья бежали вверх по холму как можно быстрее. Они слышали тяжелое дыхание аллигатора и как когти врезаются в землю, когда он их преследовал. Они знали, что должны найти способ перехитрить его, иначе они станут его следующей добычей. Их умы метались, пытаясь придумать план, но ничего не приходило в голову. Они достигли вершины холма и побежали в лес. Аллигатор с громким храпом за ними поднял голову к дереву перед ними и увидел мужчину с предыдущего раза. Это казалось невозможным, но у них не было лучшего варианта, поэтому братья решили прислушаться к незнакомцу. Пока они ждали, когда прибудет помощь, мужчины наконец-то смогли перевести дух и осмыслить события дня. Внезапно все начало иметь смысл. Почему они не поймали ни одной рыбы, а шуршание высокой травы тоже объяснило, почему аллигатор напал на них. «Джастин», — сказал он, выражая свои тревожные мысли, — «аллигатор обычно не нападает на людей, если его не провоцировать, или если он не находится в опасности. Братья заглянули вниз на аллигатора, который медленно присел вокруг. «Смотри. Если ты видишь что-то необычное», — сказал Джастин, когда он увидел, что наблюдатель за птицами спросил, что они делают. Но сразу после этого Дерек внезапно воскликнул: «Аллигатор ранен. У него вокруг задней лапы металлический ремень и хвост. Поэтому он такой агрессивный». Ситуация стала еще более странной, поскольку произошел неожиданный поворот с обнаружением травмы аллигатора. Что это за металлический ремень и как он там оказался? Тогда наблюдатель за птицами подумал о своей камере. Это был дальний кадр, но, возможно, она зафиксировала что-то, чего он не видел своими глазами. Второй раз братья увидели, как наблюдатель за птицами рыщет в своей сумке и достает камеру. Экран засветился, его лицо в темноте выразило удивление. «Он записал видео», — сказал он. Мужчина посмотрел на запись и увидел, как он сам бежал вниз по холму, чтобы предупредить братьев. «Ничего особенного, просто мы бежим», — сказал он, передавая камеру братьям. Но они увидели что-то другое. Когда братья внимательно посмотрели на запись, они заметили маленький блестящий объект, который упал с аллигатора во время погони. Он вдруг засверкал в тускнеющем солнечном свете, прежде чем исчезнуть в высокой траве. Братья высказали свои мысли вслух, и наблюдатель за птицами тоже присоединился, но их обсуждение было прервано, когда достигло пика. Сначала они заметили колышущиеся фары, но вскоре после этого услышали хруст веток под весом машины. Помощь наконец-то прибыла. Рейнджер медленно подошел на своем внедорожнике, следя за тем, чтобы аллигатор был хорошо виден, и в конце концов вышел из машины, чтобы осмотреть странную ситуацию. Рейнджер быстро понял, что другого выхода нет, кроме как успокоить огромного аллигатора. Это был единственный способ обеспечить безопасность всех. Как только аллигатор был успокоен, рейнджер его осмотрел и был в ярости от того, что он пострадал. Он заподозрил, что мужчины как-то связаны с этим, и намеревался арестовать их. Однако братья и наблюдатель за птицами возразили и быстро показали ему запись. Рейнджер просмотрел видео с большим интересом и был озадачен историей мужчин. Он быстро понял, что они невиновны и на самом деле были жертвами. После разъяснения недоразумения Джастин, Дерек и наблюдатель за птицами объяснили свои мысли рейнджеру, который быстро согласился. Здесь определенно что-то не так, но он должен выяснить, что именно, и эти мужчины могут помочь ему.
Когда он попросил других привести его к холму, они с готовностью согласились помочь. Поэтому вскоре группа отправилась обратно, решив найти блестящий объект. Однако, когда группа вернулась к холму, солнце уже село и стало полностью темно. К счастью, и рейнджер, и наблюдатель за птицами имели с собой фонарики. Они обследовали территорию парами. Внезапно брат прорезал тишину. Что это? Остальные быстро присоединились к ним, и группа была шокирована, обнаружив ловушку, лежащую в траве. «Кто-то пытается поймать животных», – прошептал наблюдатель за птицами. Группа была шокирована, обнаружив капкан, понимая всю серьезность такой незаконной деятельности в заповеднике природы. Это нельзя было допустить, так как это угрожало дикой природе и безопасности. Осознав срочность ситуации, они связались с полицией, и когда офицеры прибыли, они проинформировали их о ситуации. Рано утром Джастин, Дерек и наблюдатель за птицами присоединились к полиции. Возвращаясь в заповедник природы ранним утром, чтобы начать расследование, они начали с рыболовного места, где братья впервые встретились с раненым аллигатором и тщательно обшарили высокую траву в этом районе. Поисковая группа быстро собралась вокруг офицера, который крикнул и был шокирован, увидев несколько ловушек и капканов, готовых и вооруженных, лежащих в высокой траве. Аллигатор, преследовавший братьев, был огромным, поэтому ему удалось избежать ловушки. Затем они заметили внедорожник рейнджера, приближающегося. Рейнджер объяснил, что патрулировал заповедник природы в поисках признаков активности. Братья быстро рассказали ему о случившемся, и при упоминании о капканах рейнджер поспешил к полицейским офицерам. Рейнджер объяснил группе, что этот конкретный капкан был не просто ловушкой, а оснащен GPS-технологией и системой сигнализации. Это означало, что тот, кто установил его, был бы мгновенно уведомлен в момент активации. Все произошло очень быстро после этого, когда группа начала разрабатывать идеальный план, чтобы обмануть капканщиков и заставить их раскрыться быстро и безопасно, пока полиция осторожно переставляла ловушки и капканы обратно на свое место, как они были ранее. Джастин и Дерек обшаривали близлежащую территорию в поисках материалов. Их цель была проста, но креативна – создать убедительный, фальшивый аллигатор. День прошел, и ожидание усилилось, но преступников не было видно. Затем наступил сумрак, и все еще ничего не было слышно или видно. Но тогда офицер на краю периметра связался по рации. «Здесь движение», – он сообщил, и группа наполнилась энергией. Офицер, который это сообщил, был всего в нескольких минутах, поэтому группа выглядела в темноте, затаив дыхание. Затем они увидели это, едва видимые, они увидели пару фигур, движущихся в темноте и направляющихся прямо к высокой траве, где были спрятаны приманка и капканы. По сигналу офицера все включили свои фонарики и направили их на капканщиков. В центре всего стояла группа из 3 удивленных людей, которые лихорадочно осматривались вокруг с поднятыми руками. Удивление и ужас были видны на их лицах, они были пойманы с поличным. Этого было достаточно для полиции, так как это дало им идеальную возможность арестовать мужчин и доставить их на участок для дальнейшего допроса. А когда они оказались там, темные дела троицы вскоре всплыли на поверхность. Когда были известны домашние адреса, несколько офицеров посетили их и обыскали помещение. Там они обнаружили мрачную сцену. Животные, запертые в клетках, несколько забитых животных и всевозможные шкурки, что свидетельствовало о долгой истории незаконной ловли и браконьерства. Братья и наблюдатель за птицами были в восторге, наблюдая за разворачивающейся сценой перед ними. Даже для них было очевидно, что дело закрыто и завершено. Более того, находки в домах капканщиков сделали дело еще более убедительным, и их посадили за решетку после быстрого суда. После завершения суда Джастин, Дерек, наблюдатель за птицами и рейнджер были приглашены обратно в полицейский участок, где полиция выразила им благодарность
за их невероятную историю и приключения, которые они пережили. Они поблагодарили наблюдателя за птицами за этот подарок и пересмотрели запись с широкими улыбками. Когда они вернулись домой, они усвоили важный урок, вдохновленный их испытанием и успешным поимкой капканщиков. Джастин и Дерек решили поделиться своей историей и записями с медиа. История их страшного опыта в сочетании с драматическими записями быстро стала вирусной. Они надеются, что, поделившись своей историей, они не только развлекут, но и просветят общественность о опасностях и ответственности при занятиях на открытом воздухе, превращая свои ошибки в уроки для других.